Всем привет! Вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Меня зовут Марина, я преподаватель русского языка как иностранного. Работаю с иностранными студентами, знакомлю их с русским языком, учу говорить на русском языке. Многие мои студенты просили меня записать это видео, объяснить уже наконец разницу между словами длинный, долгий, длительный и продолжительный. И вот специально для моих студентов и для всех, кто смотрит это видео, кто изучает русский язык, я записываю это видео, в котором специально для вас постараюсь объяснить значение слов длинный, долгий, длительный, продолжительный. Ну что, начинаем. Начнем сразу со слова длительный. Это слово часто сочетается с существительными из научной терминологии. Длительное наблюдение, длительный эксперимент, длительные опыты, а также употребляется с отглагольными существительными. Например, глагол «хранить» есть существительное «хранение», длительное «хранение». Наблюдать – существительное «наблюдение», длительное «наблюдение». Слово «длинный» – это уже более разговорный вариант и означает объективно небольшой промежуток времени. Что интересно, небольшой промежуток. Ну, давайте примерно посмотрим. У нас между лекциями был длинный перерыв, 20 минут. Длинный перерыв и всего 20 минут. А если мы скажем, мама вышла на работу после длительного перерыва, то здесь у нас будет, конечно, не 20 минут. Здесь будет несколько месяцев, а то и несколько лет. Слово «долгий» – это тоже разговорное слово и обычно имеет эмоциональную окраску. Зимой дни короткие, а ночи длинные – нейтрально, факт. Часто долгими ночами мы разговаривали. Здесь у нас уже чувствуется некая эмоциональность. А вот уже слово «продолжительный» чаще всего встречается уже в устойчивых словосочетаниях, как, например, продолжительные аплодисменты или после продолжительной болезни. Это все были общие слова. Теперь давайте остановимся на каждом слове отдельно и посмотрим на него более детально. Слово «длинный» – тот, который занимает много времени, часов, минут. Именно часов, минут. Длинный вечер, длинный доклад, длинный разговор, длинный промежуток времени, длинная зима, длинная ночь, длинное лето, длинное рассуждение, длинные обсуждения. И обратите внимание, что да, я сказала длинное лето, длинная зима. Но если я скажу длительная зима, то это будет еще больше, чем длинная. В общем, длительная – это больший промежуток времени, чем длинный. Также слово «длинный» мы используем для измерения длины, протяженности. Длинная улица, длинный путь, длинный забор, длинная юбка, длинное платье. Длинные волосы. У меня, кстати, не очень длинные волосы. Следующее слово – длительный. Тот, который занимает много, очень много времени. Дней, месяцев, лет. В общем, большой срок. Длительный перерыв, длительный период, длительный отпуск, длительная болезнь, длительная борьба, длительное изучение, длительное наблюдение, длительное лечение, длительное ожидание и так далее. После нашего длительного путешествия мы никак не могли вернуться в привычный ритм жизни. Длительные переговоры привели к новому контракту. Долгие.
тот, который воспринимается как продолжающийся в течение значительного времени. Долгий день, долгий путь, долгий разговор, долгая беседа, долгое молчание, долгая болезнь, долгие годы, долгие поиски, долгое общение, долгое ожидание и так далее. После долгих размышлений он решил сменить работу. Важно, что мы воспринимаем это как что-то значительное во времени. И последнее слово – продолжительный, который занимает очень большое количество времени. И важно, что чаще всего продолжительный мы будем использовать в устойчивых словосочетаниях. Продолжительный срок, продолжительная разлука, продолжительные раздумья, продолжительная болезнь, продолжительные аплодисменты. Сыну предстояла продолжительная разлука с семьей. Итак, надеюсь, что теперь вам понятна разница между словами длинный, долгий, длительный и продолжительный. Да, эти слова чем-то похожи. Все они говорят о каком-то большом промежутке времени. Но слова долгий, длинный – это более разговорные слова. Как мы различаем длинный и длительный? Длинный – это меньше по времени, чем длительный. А вот слово продолжительный чаще всего входит в устойчивые словосочетания. Вот и все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях и пока-пока. До скорой встречи!